В начале аниме главный герой Акемицу переживает ту же студенческую жизнь, что и большинство людей. Его мечта стать государственным служащим с стабильным доходом и высоким социальным статусом. Однако его отец очень распутный и встречается с разными женщинами и бросает Акемицу в 5 лет. Кроме того, из-за дурной репутации его отца у всех вокруг него сложились плохие впечатления. Чтобы очистить клеймо семьи, Акемицу продолжает напоминать себе, что не следует встречаться с женщинами. Однажды его случайно сбивает мешок с рисом, хозяйкой которого является очень милая девушка. Неожиданно он влюбляется в девушку с первого взгляда. С тех пор он словно превратился в другого человека, он отчаянно связывается с разными девушками, чтобы завязать интимные отношения. В конце концов, из-за его пристрастия к алкоголю и красивых женщин у него падают оценки и его также увольняют с работы. Чтобы прояснить мысли, он берет отпуск. После этого Акемицу одалживает монашеское одеяние у своего дяди, который раньше был настоятелем, и идет в рекомендованный им храм. Неожиданно, как только он входит, он встречает красивую девушку по имени Юдзуки. Перед тем, как продолжить, хочу сказать, что вы можете поддержать мое творчество донатом. Все, кто задонатит любую сумму, будут появляться в начале каждого видео. Ссылку на донат можно найти в описании. Заранее спасибо. Он узнал в Юдзуки девушку, которая ударила его мешком с рисом. Увидев сексуальное тело Юдзуки, у него снова появились вульгарные фантазии. Не в силах совладать с собой, он предлагает ей жениться. Удивленная его безумными идеями, Юдзуки приглашает Акемицу попить чай. Акемицу ошибочно думает, что это тестовый набор у храма, чтобы посмотреть, сможет ли он отказаться от девушек. Однако у него ничего не выходит, и из-за смущения ему приходится временно уйти в ванную. По дороге его привлекает внезапное мяуканье. Он находит кошку, которая упала в колодец. Он пытается помочь коту. Неожиданно он случайно падает, а кот легко выпрыгивает. Тем временем Юдзуки звонит Кики, которая помогла устроить свидание вслепую. Понимая, что Кики сейчас находится с парнем, с которым должно было быть свидание, Юдзуки понимает, что что-то идет не так. Полагая, что мужчин не должно быть в женском монастыре, и она считает Акемицу злым духом. По совпадению в храм возвращается ее младшая сестра Цукуя. Она поспешно сообщает, что столкнулась со злым духом. В этот момент Акемицу в смущении выползает из колодца. Напуганная его внешним видом, Юдзуки еще больше убеждена, что Акемицу является злым духом, и поспешно тянет Цукуя бежать. В это время две девочки встречают свою младшую сестру Кураге. Увидев, что Кураге вот-вот упадет на землю, Акемицу остановился, чтобы поймать ее. Кроме трех сестер, в храме живут еще девушка и ее служанка. Цель Мии – стать леди, и она занимается каллиграфией. Ее сопровождает ее служанка Кагура. Неожиданно громкий шум снаружи беспокоит Мию, и она выходит проверить ситуацию, но случайно натыкается на Акемицу, из-за чего они сталкиваются. В конце концов, Акемицу догоняет Юдзуки и Цукуя. Но прежде чем он успевает объяснить, Юдзуки сбивает его с ног. Недоразумение сохраняется до тех пор, пока Кики не вернулась в храм. Оказывается, Акемицу пришел в храм из-за своего дяди. Из-за своего монашеского одеяния Юдзуки ошибочно подумала, что у нее свидание вслепую. Основная причина недопонимания в том, что Кики забыла сообщить им о приезде Акемицу. Кроме того, дядя Акемицу очень ненадежен и отправил своего племянника в женский монастырь. Кики предлагает позволить ему практиковаться в храме в течение некоторого времени. Неожиданно ее предложение встретило сопротивление большинства из девушек, особенно Юдзуки, которая считает Акемицу бабником и не желает с ним жить. В конце концов, Акемицу решает уйти. Среди девушек только Кураге он производит хорошее впечатление. Полагая, что Акемицу неплохой парень, она хочет, чтобы он остался в храме. Юдзуки размышляет о своем решении и догоняет его сразу. Тем временем Акемицу ждет на автобусной станции. Однако храм находится в отдалении и уже слишком поздно, и он не успел на последний автобус. Узнав о ситуации, Юдзуки приглашает его остаться в храме на ночь, чтобы успеть на утренний автобус. Хотя Акемицу не может жить в женском монастыре, он может остаться временно на день-два. Акемицу отклоняет ее приглашение. Понимая, что он не злодей, Юдзуки вспоминает сцену их первой встречи. Понимая, что Юдзуки все еще помнит его, Акемицу очень стесняется. Он официально представляется и говорит свое полное имя. Неожиданно Юдзуки очень злится, узнав его фамилию. Оказывается, отец Акемицу занял у женского монастыря 20 миллионов и сбежал. Чувствуя себя очень виноватым, Акемицу возвращается в храм. Он становится на колени, чтобы извиниться, и клянется выплатить долг. Учитывая, что Акемицу сейчас не может позволить себе долг, девушки решают позволить ему расплатиться с долгом своим телом. С этого момента Акемицу официально становится слугой этих красивых девушек.
Стоит отметить, что Цуки не приветствует прибытие Акемицу. Поскольку ей не удалось убедить Юдзуки, ей нужно найти другой способ прогнать Акемицу. Юдзуки очень добрая девушка и предлагает показать Акемицу храм. Ее нежное поведение очень привлекает Акемицу, заставляя его стесняться перед ней. Тем временем другие девушки наблюдали за ними. Цуки настаивает, что Акемицу извращенец, и клянется однажды выгнать его. Акемицу не знает о плане Цуки. Сосредоточившись на выплате долгов, он встает рано утром, чтобы убрать и приготовить. Пока он готовит, Юдзуки вдруг приветствует его. Она отвечает за звон в колокол, чтобы разбудить всех, и она немного удивилась, что Акемицу встал раньше нее. Тем временем Акемицу не мог не смотреть на ее горячее тело, не замечая пригоревшие блюда. Так или иначе, ему удается приготовить завтрак. Цуки первая пробует блюдо, намереваясь принизить его кулинарные способности, однако хороший вкус блюд не позволил ей это сделать. Цуки придумывает другой план. Она приказывает ему убраться и проверить счета, намеренно отвлекая его своей сексуальной фигурой. Более того, она дает ему летний наряд в этот холодный ноябрь. К ее удивлению, Акемицу понравился этот наряд, и в сочетании с его талантом в работе по дому и сводя счеты, он быстро выполняет поставленную задачу. Однако это не уменьшает ненависти Цуки к нему. Затем она выливает воду на Акемицу, называя это медитацией у водопада. Приняв это за благословение, Акемицу наслаждается этим очень сильно. В конце концов, Цуки решает напрямую соблазнить его. Пока Акемицу принимает ванну, она приходит в ванную. В этот момент за ее спиной ящик для хранения вещей внезапно падает. Акемицу бросается защитить ее, и хотя они уворачиваются от ящика, еще один такой падает, ударяясь об голову Акемицу и заставляя его случайно поцеловать Цуки. Тем временем Юдзуки следует инструкциям Цуки и приходит в ванную и случайно видит, как они целуются. Цуки этому рада, полагая, что Юдзуки обязательно выгонит Акемицу. Женщины. Алчные, корыстные, злобные. Однако Кики уже рассказала Юдзуки о плане подставить Акемицу. Поэтому вместо того, чтобы наказать Акемицу, Юдзуки говорит Цуки, что он неплохой парень и что он пришел сюда, потому что хотел изменить себя. Цуки понимает, что она не ненавидит Акемицу так сильно, как ей кажется. Как раз в тот момент, когда они собираются объяснить все тонкости дела Акемицу, Акемицу покинул храм из-за чувства вины за поцелуй с Цуки, но его предыдущее жилье было сдано арендодателем, и он не знает, куда ему пойти. Что еще хуже, на улице идет дождь, и он может укрыться только в картонной коробке. Наконец, Юдзуки и Цуки находят его, чтобы он вернулся в храм. Цуки извиняется перед ним за свой проступок. В дополнение к этому она дает ему записку. Поскольку Акемицу поцеловал ее, она должна получить компенсацию в размере 5 миллионов. Женщины. Алчные, корыстные, злобные. Не имея возможности отказаться, Акемицу возвращается в храм, и он решает приготовить ужин, пока Юдзуки и Цуки принимают ванную. У Кураге сложилось хорошее впечатление об Акемицу. Она рада, что он вернулся в храм, потому что до его приезда Юдзуки всегда вела себя зрело и разумно. Только перед ним Юдзуки показывает свою неуклюжесть. Она намеренно пошутила, что даже если Акемицу пойдет посмотреть на Юдзуки, она не злилась бы. Нельзя поддаваться греху. Нужно бороться, сражаться. Акемицу в шоке, и когда он видит, что Кураге собирается открыть дверь ванной, он бросается ее остановить. По совпадению она вовремя убирает руку, и Акемицу случайно открывает дверь. Таким образом, он видит интимные места Юдзуки, а Цуки наносит ему сильный удар. Надеюсь, вам понравилось данное видео. Если да, то подпишитесь и поставьте лайк, чтобы поддержать мой канал.